Всем большой и пламенный привет! Закупилась с семенами на предстоящий садовый сезон. Самый ранний посев начнем с посадки тех растений, которым нужна стратификация. А это дельфиниум, аквилегии, горячевка, вербена, примула, клематис, а также в первом потоке мы сеем двулетники и тугодумы. Это растения, которым требуется длительный период до цветения. Виола, иустома, гвоздика, бегония. Из пряных душица, розмарин, также цветы пентас, кальциолерия, пеларгония, бальзамин. Из овощей это физалис. Продолжают цветочную тему дихондра, гербера, калибрахуа, бакопа, петуния, гелиотроп, гацания, флокс. И для всего этого изобилия, чтобы это все прекрасно из семян взошло и выросло, крайне важно подготовить грунт для рассады, подготовить максимально стерильную от патогенной микрофлоры почву для прорастания семян, чтобы земля не слеживалась. Если это происходит, это крайне губительно для семени, особенно на первом этапе проращивания. И крайне важный факт состоит в том, что почва должна быть без излишнего питания. В самой семенной коробочке растению достаточно питания, излишнего не нужно. И важный факт в том, что именно за счет бедного грунта будет хорошо формироваться корневая система. Весь земляной ком в поисках питания. И именно благодаря этому уже в начале лета цветущая красота нас будет окружать, потому что будет хорошо развита корневая система, сильная для усвоения микроэлементов и питания. И для создания легкой смеси для посева семян потребуется торф не кислый, где-то 6-7,5 pH. Можно взять почвовый брикет. В прошлом году его опробовала и осталась довольна развитием рассады. И к тому же такой брикет легкий, и 10 литров можно в ладошки поднять и не тащить с собой мешки с пакетами. Удобно, компактно хранить, брать сразу нужное количество и готовить смесь. Отламываем небольшой кусочек от почвобрикета, заливаем крутым кипятком по инструкции, и теперь мы отмеряем баночкой литр. И к грунту мы добавляем 100 грамм разрыхлителя. По той же схеме берем 100-граммовую баночку и засыпаем в него разрыхлитель. Это может быть вермикулит, агроперлит. Он служит для облегчения почвы и избежания пересыхания торфа, если вдруг забудете о поливе. К этой смеси добавляем 100 грамм биогумуса для улучшения влагоемкости, плюс мы добавляем питание почвы, которого будет достаточно до появления третьего настоящего листа. То есть до этого периода можно абсолютно ничем не подкармливать растения. Так как биогумус делают черви, это среда без грибков и патогенной микрофлоры, в отличие от компоста. В таком сочетании почвосмеси растение развивается активно, полноценно закладывая силы, хорошо наращивается корневая система, причину я объяснила выше, и через легкую почвосмесь росток легко пробивается. Плюс такой вариант не закисает, не плесневеет из-за повышенной влажности, так как в торфе не живут патогенные микроорганизмы, тем более, что мы обработали его кипятком. Теперь переходим к посадке. Если в ваших посадочных горшочках есть отверстие, проложите на дно салфетку и засыпайте в качестве дренажа полсантиметра вермикулита или агроперлита, чтобы собирать лишнюю влагу. А при недостатке именно вермикулит будет отдавать почве влагу, в отличие от перлита. Теперь мы заполняем емкость смесью, обжимая почву, выравнивая слой, чтобы до края получилось 2 см. Это необходимо для создания воздушного пространства. Раскладываем семена от 1 до 3 на посадочный контейнер в 5 см диаметром. Семена не заглубляем, особенно если это мелкопыльные. И раствором циркона в несколько распылений орошаем поверхность и семена, увлажняя их и тем самым улучшая контакт почвы с семенами.
Циркон – это корнеобразователь, увеличивающий всхожесть семян. Также он увеличивает иммунитет к грибковым и бактериальным заболеваниям. Поэтому получается, что мы и почву, и семена максимально обезопасили от грибковых заболеваний на первой стадии роста. В этом году вместо перекиси водорода 3% я экспериментирую с цирконом. И помним, что на первом этапе развития сеянца до третьего настоящего листа важно стимулировать развитие корневой системы. И теперь нам необходимо прикрыть либо крышкой, либо пищевой пленкой контейнер, подписываем сорт и ставим под лампу на проращивание. У меня нет специальных помещений для проращивания, у меня подготовлен подоконник. Всего один на всех. И для лучшего и большего отражения света я его проклеила фольгой. Температура проращивания 23-25 градусов. После появления ростка температуру снижаем до 20-23 градусов. При этом крышку или пленку мы не открываем. И досветка у нас длится 12-14 часов. Это также будет стимулировать рост корневой системы. Когда росток дал одну пару настоящих листьев, мы начинаем проветривание. От 1 до 5 минут в день убираем конденсат и далее снова прикрываем. Постепенно мы увеличиваем длительность проветривания и через неделю укрытие снимаем. И напоминаю, подкормки в первой пары листьев не нужна. Наблюдайте ежедневно за растениями, если вы обнаружите, что почва подсохла и требуется полив. Можно объединить 2 в 1 для дополнительной стимуляции корневой системы. При поливе можно вводить на 1 литр воды 2 капли циркона или энергена. И тщательно следим за грунтом. Как только появилась потребность полива, мы используем капельный полив под растение. Я использую для этого вот такой инструмент. Что касается самых прожорливых растений в фазе 2-3 настоящих листьев, это эустома, дихондра, петуния. Через 2 недели после появления настоящих листьев можно начинать именно их подкармливать цветочным удобрением, разведенным в 2 раза больше, чем указано по инструкции. Если указано разводить каплю в литре, то мы разводим 1 каплю в 2 литрах. И я желаю вам здорового развития вашим сеянцам. Что нового вы в этом сезоне планируете выращивать? Я готовлюсь выращивать ремонтантную землянику, цветную капусту, балконные томаты и баклажаны. А еще по вашему совету бобы.